В горах Колорадо, недалеко от маленького городка Ганнисон, жил пожилой фермер по имени Александр Круз. Ему было 68, и последние годы он провел в одиночестве в деревянной хижине, которую когда-то построил вместе со своей женой Софией. Когда-то они мечтали о большой ферме, но жизнь распорядилась иначе. Хозяйство пришло в упадок, долги росли, а после смерти Софии от рака мир Александра окончательно опустел. Зимние месяцы были самыми тяжелыми. Александр почти не выходил из дома, согреваясь у камина и наблюдая, как за окном бушуют снегопады. Он давно смирился с мыслью, что его жизнь постепенно угасает. В один особенно суровый вечер он услышал странный звук — протяжное ржание, пробивающееся сквозь вой ветра. У окна он увидел 3 белых коней, выбившихся из сил. Впереди стояла раненая кобыла, а рядом с ней дрожали 2 жеребенка. Видя их отчаяние, Александр впустил животных в дом. Простой поступок, который неожиданно стал началом перемен. В тепле хижины кони будто ожили. Кобыла постепенно приходила в себя, жеребята наконец расслабились и уснули. Александр, давно забывший ощущение нужности, снова занялся уходом за живыми существами. Он заметил, что животные ведут себя необычно аккуратно, словно понимают все, что он говорит. Когда один из жеребят однажды прижался к его груди, старая боль, мучившая его много лет, исчезла. Это казалось невозможным, но факт оставался фактом. Он дал имена. Кобыла стала луной, более смелый жеребенок, звездой, тихий, новый. Кажется, кони приняли эти имена так же естественно, как саму хижину, будто знали его давно. Когда пурга стихла, сосед Александра, Хавьер, приехал проверить его. Он рассказал о награде за потерянных белых арабских коней, но, увидев животных, сразу понял — это вовсе не породистые выставочные лошади, а крепкие, тяжелые рабочие. Значит, никто их не ищет. Значит, они остались. В ту же ночь произошел странный визит. В дверь постучали. Перед Александром стоял высокий мужчина с будто знакомыми глазами. Он утверждал, что пришел за конями, но не как хозяин, а как посланник. Его слова о Софии и о том, что кони — не обычные животные, а целители, глубоко потрясли Александра. Мужчина представился Хосе Крузом, человеком, который давно умер и был дедушкой Александра. В сиянии тающего света он сказал, что София просила помочь Александру вернуться к жизни. Вскоре во двор шагнул еще один конь, старый белый жеребец. На его боку сиял отпечаток руки, тонкий и золотистый, точно повторявший ладонь Софии. Казалось, это ее молчаливое прощание и знак, что она в покое. Когда свет исчез, Александр остался один, но впервые за много лет не пустой. Он почувствовал, что снова может жить. С того дня он изменился. Он отремонтировал сарай, начал выходить к соседям, вернулся к привычным делам. Люди в Ганнисоне удивлялись, видя, что старик словно ожил после долгой темноты. 4 белых коня, луна, звезда, Нова и старый дух стали частью его новой жизни. По вечерам Александр сидел у камина, слушая спокойное дыхание животных, и брал в руки кольцо Софии, которое носил на цепочке. Он шептал ей слова благодарности за то, что напомнило ему о том, что даже после самой тяжелой утраты человек может вернуться к свету. Иногда чудеса приходят в самый неожиданный момент. Иногда на 4 копытах среди зимней бури.